30-м годам 20 века артиллерия РКК прошла большой путь от орудий царской России, часто зарубежных, до развития своей инженерной базы и создания новейших образцов вооружения. Из тяжелых орудий армейского звена Красная Армия на то время имела лишь 152 мм осадную пушку образца 1910 года фирмы Шнайдер, спроектированную еще для царской армии в начале века и успешно прошедшую и Первую мировую, и гражданскую. Но к 1930 годам она, несмотря на две модификации, уже устарела, особенно в плане мобильности и скорости наводки, и для армии потребовалось что-то новое. В 1935-36 годах конструкторское бюро завода номер 172 в Мотовилихе города Перми пыталось продолжить модернизацию орудия, однако главное артиллерийское управление не поддержало эти работы, и они были прекращены. Именно в КБ завода номер 172 было начато проектирование гаубицы пушки МЛ-20 и ее побратима МЛ-15. Над проектированием МЛ-20 работала группа инженеров под руководством известного советского конструктора-оружейника Петрова. Причем первоначально работы над этим орудием велись на заводе в инициативном порядке, тогда как МЛ-15 создавалась по заданию ГАУ. Оба орудия имели многочисленные заимствования от 152 мм пушки образца 1910 года. МЛ-20 также имела с этим орудием общий колесный ход, подрессоривание и станины. А у МЛ-15 эти элементы конструкции были разработаны заново. Уже в апреле 1936 года один из образцов МЛ-15 был направлен на полигонные испытания, однако их не прошел и был возвращен обратно на доработку, и уже в марте 1937 успешно их завершил. МЛ-20 отправили на испытания в декабре того же года, и они успешно завершились. Следом ее отправили на испытания войска. 22 сентября 1937 года МЛ-20 была принята на вооружение под официальным названием 152 мм гаубица-пушка образца 1937 года. Учитывая, что МЛ-15 имела явные преимущества, она была существенно легче в походном положении на 600 кг, а в боевом на 300, и была более мобильна, скорость ввозки до 45 км в час, выбор в пользу МЛ-20 выглядит нелогичным. По наиболее распространенной теории, этот выбор был сделан из-за необходимости проводить модернизацию оборудования завода, так как 15-я модель имела более современную и сложную конструкцию лафета, а для 20-ки вся технологическая оснастка была уже готова. МЛ-20 является артсистемой с преобладанием гаубичных свойств, может вести стрельбу как по навесной траектории, так и выполнять роль пушки, ведя огонь прямой наводкой по противнику. Отличительной особенностью данной артиллерийской системы являлась возможность вести стрельбу весьма разнообразным набором снарядов. Почти все 152 мм боеприпасы, в том числе произведенные еще в Первую мировую, подходят для ведения огня. Лафет имел раздвижные станины и подрессоренный колесный ход. Ствол выпускался в двух разновидностях – скрепленный и моноблок. МЛ-20 оснащалась поршневым затвором, гидравлическим тормозом отката и гидропневматическим накатником. Имела раздельно-гильзовое заряжание. Для смягчения отдачи на противооткатные устройства и лафет МЛ-20 оснащалась мощным и массивным дульным тормозом щелевидного типа. Интересно заметить, что производство МЛ-20 велось только на заводе номер 172 в городе Молотов, ныне Пермь. На других заводах она не выпускалась. Всего с 1937 по 1946 годы было изготовлено 6884 орудия. Кроме выпуска буксируемых орудий, было выпущено также 4000 стволов МЛ-20С для монтажа Су-152 и Су-152. МЛ-20 использовалась для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, его фортификациям, а также заграждением, важным объектом в его ближнем тылу. Используемые боеприпасы, в особенности ОФ-540, позволяли поражать осколками не только живую силу противника, но также легкую бронетехнику, такую как бронетранспортеры, а также борта легких и средних танков. Впервые МЛ-20 в небольших количествах
средствах была применена в ходе боев на реке Хаухенгоу. Орудие активно использовалось в советско-финской войне, где оно в том числе успешно применялось для разрушения дотов и дзотов на линии Маннергейма. МЛ-20 участвовал во всех крупных операциях Великой Отечественной войны. В частности, известно ее участие в Курской битве, где орудие в том числе выступало в несвойственной ему роли противотанковой пушки, оказавшись одним из немногих орудий, способных эффективно бороться с новыми хорошо бронированными немецкими танками и самоходно-артиллерийскими установками. После окончания войны орудие долго состояло на вооружении советской армии, передавалось или продавалось в другие страны для оснащения их вооруженных сил, в составе армии которых принимало участие в различных региональных конфликтах. МЛ-20, безусловно, была удачным орудием, что подтверждается продолжительностью ее серийного выпуска и службы. Она находилась в нише между классическими полевыми гаубицами с коротким стволом и длинноствольными пушками особой мощности, сильно выигрывая у первых в дальности стрельбы, а у вторых по массе. МЛ-20 имела огромный ассортимент боеприпасов, позволяющих ей решать самые разнообразные задачи. МЛ-20 успешно привлекалась для разрушения долговременных огневых сооружений, в том числе и бетонных, причем в ряде случаев прямой наводкой. Очень эффективным было использование данных орудий в городских боях. Отдельно нужно отметить использование МЛ-20 в противотанковых целях. В ряде случаев, например в Курской битве, при неэффективности штатных противотанковых средств против новых тяжело бронированных танков противника, МЛ-20 привлекалась для противотанковой борьбы. Бронебойные и бетонобойные снаряды МЛ-20 легко поражали все средние танки вермахта при стрельбе в любую проекцию. Из недостатков МЛ-20 можно отметить большую массу и ограниченную скорость воски, что было обусловлено консервативной конструкцией лафета. Как показал опыт МЛ-15, орудие могло быть сконструировано более легким и подвижным. Также к недостаткам данного орудия можно было отнести то, что для транспортировки его требовался достаточно тяжелый тягач. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал.